So welcome. Thank you. Thanks for coming. Всем спасибо за то, что пришли. Had a few technical issues. We're going to get there in a minute. We're just opening a PowerPoint, so give me 1 minute. Система Гидровайс с 1 апреля доступна на русском языке. То есть вы можете как в приложении, так и на сайте переключиться на русский язык. Сайт полностью переведен, приложение также полностью на русском языке, поэтому я надеюсь, что это будет дополнительным бонусом и облегчит вашу работу с нашими пультами. Также есть полностью вся техническая документация, с которой вы сможете ознакомиться как на сайтах наших, так и на сайтах наших партнеров. HydroWise is designed for contractors, so it's very different to what you'll see coming in the market in the future. HydroWise was made for contractors to be able to manage multiple sites. Прежде всего, мы хотим подчеркнуть, что система Гидровайс была разработана непосредственно для монтажников. И, соответственно, тот функционал, который в нее заложен, он отличается от всего, что было и, наверное, будет на рынке в ближайшее время. The idea behind HydroWise is to help contractors manage their customers. Основная идея системы Гидровайс – это помощь монтажникам в работе с клиентами. Some of our contractors refer to HydroWise as another irrigation technician. Некоторые из наших подрядчиков, наших клиентов говорят, что Гидровайс – это как дополнительный работник. One of the things we know is it's hard to get good labor, people who understand irrigation, and that's why we've developed HydroWise. Один из фактов, которые мы знаем, это тот факт, что квалифицированную рабочую силу бывает достаточно сложно найти. И, соответственно, мы с этой мыслью и разрабатывали Гидровайс. Okay. We also know that customers want to be able to use their phone to control their irrigation. Также мы знаем, что конечные потребители хотели бы использовать свой телефон для того, чтобы управлять системой автоматического полива. So we've designed HydroWise to give the homeowner the ability to use their phone, but also contractors to be able to manage multiple customers. Соответственно, мы и сделали систему Гидровайс таким образом, чтобы конечный потребитель мог использовать свой телефон для управления, а монтажник или обслуживающая организация имела доступ к множеству клиентов для обслуживания. The idea behind it is, if you can better manage your customers, you can make more money. And we all like to make money. Соответственно, если вы сможете лучше и больше своих клиентов обслуживать, таким образом вы сможете заработать больше денег. Okay. I'll go through this quickly. We interviewed contractors and said, what do you want if we build you a new control system? What do you want? And these are the features they gave. Мы опросили достаточно большое количество монтажников и профессионалов в сфере полива и спросили, что бы вы хотели видеть в новом пульте управления, какие для вас были бы самые идеальные функции. И вот, скажем так, небольшой список. From that, we then developed HydroWise. И исходя из этого списка, мы и разрабатывали Гидровайс. So HydroWise is designed to save contractors time, save water, protect the landscape, and help you build a stronger business. И, соответственно, для монтажников система Гидровайс предлагает несколько основных преимуществ. Прежде всего, это экономия денег и времени, затем это экономия воды, также это защита и правильный полив ландшафта, ну и, соответственно, возможность построить более сильный и эффективный бизнес. Okay. So what is HydroWise? HydroWise is a website that allows you to use your phone to talk to a controller. Соответственно, все-таки, что такое Гидровайс? Гидровайс – это веб-сайт, это облачный сервис, который позволяет соединить ваш телефон с пультом управления. We also have a tool that allows us to use internet weather to adjust the irrigation.
Также у нас есть специальный инструмент, который позволяет корректировать автоматический полив, используя данные из интернета, погодные данные из интернета. Most importantly, it allows contractors to manage customers. And by managing customers and giving customers better services, we can make more money. We can charge them more. Также эта система настроена на то, чтобы упростить менеджмент клиентов и, соответственно, таким образом помочь заработать больше денег. HydroWise is not new. HydroWise has been around since 2009 when we started. Система ГК на самом деле это не новинка. Первая система компания была основана в 2009 году. This is where HydroWise is based. So our software team is in Australia, and our engineering team is in San Marcos in California. Соответственно, на данный момент наши разработчики программного обеспечения ГК офис у них находится в Австралии, а весь инжиниринг и производство находится в Соединенных Штатах, на базе Хантера. HydroWise is also designed to work on multiple devices. So you can use a tablet, you can use a computer or a phone. ГК работает не только на телефоне, он работает на любом смарт-устройстве и в том числе на компьютере. То есть будет это iOS или Android, нам все подходит. Okay. So what we did is we looked at, after we finished building HydroWise, we looked at all of those features that contractors asked for, and then we compared ourselves to our competitors, and we built everything that contractors asked for. Ну и, соответственно, когда мы закончили изначальную разработку, мы сравнили себя с конкурентами, и именно у нас есть весь тот функционал, который нужен непосредственно подрядчикам и монтажникам. So this is an example of what HydroWise does compared to a normal controller. Вот небольшой пример, чем ГК от обычного пульта управления отличается. So a customer has a big puddle in the yard. Okay. What's happened is that there's been a broken sprinkler, and the water's been pouring out. I can go through that Okay. if you want. Yeah, go on, you go. Один из примеров, когда клиент вам звонит, у вас что-то объект на обслуживании, клиент говорит: у меня большая лужа на газоне, видно, где-то срезала дождеватель. Соответственно, без системы ГК что нужно делать? Нужно приехать туда, выключить полив, поменять дождеватель, соответственно, потратить время на выезд, упустить возможность это новый объект смонтировать. И таким образом мы теряем и время, а денег зарабатываем, наверное, не очень много. Если у нас есть система ГК, тогда мы уже, соответственно, сразу знаем, что у нас идет перерасход воды на какой-то из зон. Где-то срезан дождеватель, или клапан не работает, или еще какая-то нештатная ситуация произошла. Потому что при использовании системы ГК на телефон мгновенно приходит сообщение, что зона 1 перерасход воды. Соответственно, мы уже можем принять какое-то решение. Позвонить клиенту или выехать и сказать или подобрать время выезда таким образом, чтобы нам было удобно. I've got a few more examples. Do you want me to go through them? No, just quickly. Let's go quickly because there's not everybody. Okay. I can go through these rather quickly. So let's. Yeah, this is a good one. I like the valve one better. The valve one? Также еще одна ситуация, которая может произойти, да, достаточно часто, что садовник или же кто-то другой перебил кабель между пультом управления и соленоидом. Да? То есть, соответственно, полив у нас не работает, и обычно, как правило, мы об этом узнаем уже только тогда, когда газон начинает желтеть. Соответственно, желтый газон восстановить уже практически невозможно, его нужно менять, тратить деньги, правильно, да, и как правило, ответственность, да, за такие моменты несет человек, который взял объект на обслуживание. Это может быть даже не ваша вина, но полив не работает, клиент не хочет разбираться, почему он не работает. Соответственно, если мы не используем систему ГК, тогда у нас получается какая ситуация? Полив не работал, газон или другие зеленые насаждения погибли, и нам приходится тратить деньги, время и нервы для того, чтобы эту ситуацию устранить. Если у нас есть система ГК, тогда мы сразу же опять же знаем, что у нас полив не произошел мгновенно. Соответственно, мы звоним своему клиенту и говорим:
Иван Иванович, у вас не работает полив на второй зоне, соответственно, завтра приедет монтажник и проведет необходимые обслуживающие работы для того, чтобы проблему устранить. Буквально несколько слов о непосредственно самом оборудовании. Есть несколько вариантов, у нас здесь представлены как внутренние варианты, да, для установки, это пультов управления, так и внешние. С ней можно ознакомиться во время кофе-брейка, посмотреть, но я думаю, что у всех такая возможность будет. Есть несколько пультов для внутренней установки, это пульт на 16 и на 12 зон. Они между собой практически идентичны с двумя небольшими различиями. Пульт на 6 зон не имеет возможности расширения, и пульт на 6 зон не имеет возможности проверить целостность подключения между пультом и непосредственно своим клапаном. Здесь такой функции не предусмотрено. Пульт на 12 зон внутренний выглядит точно так же, но его можно расширить до 36 зон. Соответственно, можно поставить главный пульт и еще два модуля расширения рядом с ним. Они подключаются по кабелю, и таким образом у нас есть 36 зон внутри. Мы можем подключить два сенсора. Как правило, мы рекомендуем подключать датчик дождя. Да, я думаю, без датчика дождя, наверное, сейчас ни один объект уже не монтирует. И второй, что немаловажно, это датчик расхода воды. У нас есть несколько вариантов датчиков расхода от 3/4 дюймов до 2 дюймов для того, чтобы полностью получить все преимущества системы гидровайс, датчик воды вам будет необходим, потому что именно он сообщает о том, что у нас где-то и либо перерасход воды идет, либо недостаточно количество воды. Соответственно, без него таких данных мы получить не можем. И также у нас есть модели для внешней установки. Называются они ProHC. Я думаю, что многим из вас будет знаком такой формат, так как это корпус от всем известного контроллера ProC, но уже с новой начинкой. То есть здесь у нас идет тачскрин, да, для программирования. И, соответственно, он отличается тем, что он уже сделан для профессионального использования. То есть, обратите внимание, здесь у нас более широкие клеммы, да, для установки проводов, то есть с этим проще будет работать. У нас есть два подключения для сенсора, для датчиков, ну и, соответственно, все остальное точно так же, как в контроллере ProC. Но это еще не все. Есть еще одна небольшая новинка. Я не вижу цепников, мы панель HPC не принесли, к сожалению. Есть еще также, к сожалению, у нас показать вам ее сегодня не получится, но есть картинка непосредственно здесь на экране. Это панель HPC, она уже доступна, она есть, и она устанавливается уже на готовые объекты. То есть, если у нас стоит датчик, если у нас стоит пульт управления ProC, да, я думаю, всем он знаком, всеми используется, мы его можем подключить к интернету путем установки панели HPC. То есть он получит весь тот же функционал, что и пульты гидровайс, о которых мы сегодня вам рассказывали. Несколько слов о расходомерах. Как я и говорил, от 3/4 дюйма до 2 дюймов. Он достаточно простой, я думаю, выглядит он достаточно знакомо, да, для всех. Работает он по импульсному принципу, соответственно, каждый проворот клетчатки – это один импульс, если мы говорим о маленьком датчике. На всех более крупных датчиках один проворот клетчатки – это 10 литров. Наши пульты работают практически с любым датчиком. Нам только нужно знать его технические характеристики, внести их в базу, собственно, это как раз вот эта импульсность, да, сколько у нас литров проходит на проворот клетчатки, и все. Соответственно, если у нас есть клиент, у которого стоит уже расходомер импульсный, мы к нему можем подключиться, если он стоит у нас на магистрали, и, соответственно, использовать его данные для работы нашего пульта на уже существующем объекте. If you do use flow meters, we recommend you use shielded cable. Shielded cable protects us from electrical interference. Также небольшой такой технический момент. Если вы пользуетесь датчиком потока, да, расходомером, и подключаете его к пульту управления полива, стоит использовать кабель с экранированием, так как электрические помехи, возможно, будут нарушать его работу. So this is an example of what a system looks like.
You've got your flow meter, your master valve. Вот небольшой пример, как выглядит система. У нас есть мастер-клапан, расходомер, controller, and the Wi-Fi router. пульт управления непосредственно, да, ProHC здесь, и Wi-Fi роутер, Wi-Fi, который использует наш клиент. We have lots of videos, so if you do want to watch an installation video before you go out to site, we have all sorts of installation videos. У нас есть достаточно большое количество видео по установке и с информацией про систему Гидровайс. Вы можете с ними ознакомиться. Часть этих видео на русском языке, часть на английском. Вся техническая документация есть на русском. То есть, если у вас возникнут вопросы по как протестировать Wi-Fi, как посмотреть, какие каналы, есть небольшие такие технические детали, все это можно у нас на сайте увидеть. So testing Wi-Fi is important before you mount the controller. Очень важно отметить тот факт, что перед установкой пульта управления стоит протестировать сеть Wi-Fi, которой вы будете пользоваться. So it's easy to do. You just use your phone and you go into settings. You go into settings and Wi-Fi. We look for the customer's Wi-Fi on the list. If we have an iPhone, we're looking for 2 or 3 bars. Соответственно, если мы видим в списке на нашем телефоне сеть клиента, да, если мы используем iPhone, необходимо 2 или 3 деления. If you have an Android phone, we want 3 or 4 bars. Соответственно, если телефон на Android, тогда нам нужно либо 3, либо 4 деления. Okay. We also have videos on how to install the controller. So you can install the controller if you have Wi-Fi, or you can install the controller with no Wi-Fi. And we have videos to show you how to set up the controller with Wi-Fi and without. Также у нас есть видеоролики о том, как монтировать пульт управления, если у вас есть Wi-Fi в доступе и если у вас его нет. Соответственно, для работы пульта Wi-Fi не требуется. Он может работать в обычном режиме, так же, как и другие пульты X-Core, Procei и вся остальная линейка. We also have lots of information available. So if you want to do some promotions to customers, we know customers want to buy Wi-Fi controllers. Homeowners want to be able to control their irrigation from their phone. We've got lots of brochures and email templates that you can use to send out to your customers. Также мы хотим подчеркнуть, что на сайте Гидровайс и на сайте Hunter и на сайтах наших партнеров есть очень большое количество различной информации. Что касается Гидровайс, у нас есть как брошюры, так и видео, так и другие материалы, которые мы рекомендуем вам изучить, для того, чтобы вам было проще общаться с конечным заказчиком, для того, чтобы вы смогли убедить его, что действительно Гидровайс будет удобно, хорошо и, соответственно, таким образом его продать. So all of our marketing materials are available in English, which is no good to you. So we can do it all in Russian. Да, соответственно, у нас много, опять же, повторимся, маркетингового материала на английском. Понятно, нам английский не настолько нужен. Есть часть на русском, и я еще раз подчеркну, как я говорю на каждом семинаре, если вы увидите на сайте что-то, что вам нравится из маркетинга, будь то видео, брошюра, еще какая-то информация, связывайтесь с поставщиками, они дают нам в приоритетном порядке, что мы должны перевести, и мы это делаем. So if you do want these, just talk to Dimitri and we can translate them for you and have them produced. Все это перевести и напечатать достаточно просто, если это необходимо. Но нам нужен ваш фидбэк, чтобы мы понимали, что вам интересно, потому что маркетинг работает на весь мир, соответственно, что-то более актуально для российского рынка, что-то более актуально для, скажем, там, американского или европейского рынка. Поэтому здесь мы готовы быть гибкими и предоставить именно тот материал, который вам будет полезен. We also have all sorts of email communication. So if you want to send emails to your customers, we can have them for you in Russian as well. Соответственно, мы также, у нас есть много шаблонов для рассылки, да, то есть если у вас есть база клиентов, мы можем этими шаблонами с вами поделиться. We also have online training. At the moment, the online training is only in English, but we're working on translations that will appear as subtitles.
Да, на данный момент есть обучающие курсы, их можно пройти с субтитрами на данный момент, да, то есть не английская озвучка, русские субтитры. Есть варианты сдачи теста также на русском языке, то есть все переведено в автоматическом, скажем так, полном режиме. Мы над этим сейчас работаем. Okay, so let's get into the app. Ну, давайте откроем приложение. Какие-то вопросы на данный момент есть? По оборудованию, может быть? Можно вручную, можно с пульта, без интернета. Даже если у вас нет интернета, нет телефона, вы можете его повесить на стену и также запрограммировать, как и любой другой пульт. У меня, знаете, какой вопрос? Да. Был мир, я вчера буквально но там пока нет интернета. Да. Было бы удобно, чтобы сам пульт выдавал какую-то домашнюю локальную сеть Wi-Fi, и можно было настраивать со смартфона, потому что на пульте настроить то же самое, получается неудобно, или Bluetooth, ну что-то типа того. Да, я вас понимаю, но для того, чтобы сделать, вот это называется Wi-Fi Direct, это прямое подключение. Да, в этих пультах это не предусмотрено. Для больших пультов у нас есть такие модули. Но если вы в доме, где вам неудобно настраивать его с экрана, да, потому что экран достаточно маленький, я вас понимаю, вы можете его у себя дома настроить, он сохранит настройки и перевести. Вы, когда берете, ну, я понимаю, что интернета нет, но вы, когда вы можете взять пульт, когда вы дома у себя находитесь, у вас же интернет есть, вы у себя его настроили через компьютер, там, через смартфон, он все сохранил, привезли, повесили. И, соответственно, таким образом можно эту проблему решить. Но отслеживать его нельзя никак. Пока он к интернету не подключится, да, он будет работать. Как обычный пульт. Да, как обычный пульт. Вот вы его как у себя запрограммировали, да, вот там поливайте первую зону, там первые 10 минут, там 20, 30, неважно, да. Соответственно, он будет эти настройки в памяти держать до тех пор, пока он не подключится к интернету. Пока не проведут туда интернет. Да, потом, когда интернет вы подключите, соответственно, он уже будет принимать те данные, которые вы внесли сюда. Если вы здесь ничего не поменяли, тогда, значит, он будет работать по той же программе. Но здесь есть несколько нюансов, которые работают исключительно с интернетом. То есть это прогноз погоды, ну сейчас мы к этому вернемся. Да, у меня вопрос по месту установки импульсного счетчика. Играет ли эту роль? Есть ли водоразбор из, например, водяных розеток после импульсного счетчика? Да, такой момент есть. Здесь я могу вам сказать следующее. Полностью решить эту проблему не удастся, наверное, никому, так как водоразборы на розетке везде устанавливаются. Мы можем либо же внести корректировку в наш расход воды, то есть, к примеру, когда пульт первый раз включается, он знает, что зона номер 1 использует примерно куб в час, да, для простой математики. Соответственно, мы можем поставить, прикинуть, сколько мы воды будем использовать, да, если мы используем там, через водяную розетку плюс 10%, тогда мы ставим погрешность расхода плюс 10%. И вот эти 10% не будут влиять на уведомления, которые мы получаем. Или же, если мы выводим это на какую-то зону, да, уже ставим их после, в таком случае нам нужно в эту зону просто добавить большее количество процентов. Ну, вот, таким образом эту ситуацию можно сейчас решить. So it looks the same on your phone, on your computer, or on a tablet. The only difference is we reshuffle everything to make it fit. Соответственно, это панель управления. Она выглядит одинаково, что на телефоне, что на планшете, что на компьютере. Просто немножко расположение элементов меняется в зависимости от размера экрана. This is where the homeowners come, and from here they can manually start and suspend and see information about each zone. Соответственно, здесь домовладелец может запустить, остановить и посмотреть информацию по каждой своей зоне. With the setup, everything's done via a wizard. So this is how you would set up a customer's controller. Соответственно, для настройки пульта мы пользуемся настройщиком отдельным, Wizard называется, как любая другая программа. Здесь все достаточно просто. Давайте посмотрим. So you just follow the instructions. You pick which controller you have. Соответственно, здесь мы выбираем пульт управления, которым мы пользуемся, да, и дальше по шагам его настраиваем. We give it a name. So we name the controller, because if we have lots of customers, we need to know whose controller we're looking at. Соответственно, здесь мы задаем этому пульту управления название, и это достаточно важно для того, чтобы понять, каким именно пультом мы управляем. Если у нас это большое количество, тогда мы их по клиентам можем различить. Yeah.
We recommend you use an address here because that way it doesn't disclose the person who owns the house. Соответственно, здесь мы рекомендуем использовать название просто адрес, да, где этот пульт находится. Таким образом, мы не разглашаем имени владельца, то есть на карте не видно, кто живет в этом доме, что на самом деле немаловажно. Да? Вот, есть несколько законов, даже российских, да, которые предусматривают защиту персональных данных, и сейчас вот последние европейские, да, частную собственность, поэтому вроде бы такой небольшой шаг, но тем не менее он достаточно важный. Он и сделает для вам удобно, так как вы будете сразу знать, по какому адресу у вас пульт сработал или не сработал, ну и, соответственно, избавитесь от каких-то переживаний по поводу частной информации. We then pick a weather station, so we put an address in here. This address we use to locate the controller in the world. So you can put any address in and we'll try and find it. If we can't find the address, just put the town in. Put the town or the suburb in. Соответственно, здесь нам нужно указать адрес, как Google карты, и чем точнее мы укажем наш адрес, тем будет лучше. Если же у нас не получается указать точный адрес по какой-то причине, нужно указать как можно более близкий. Да, если у нас там проектируемый проезд номер там 3333, да, а рядом есть какая-то улица, которая уже на картах есть, соответственно, нужно ее указать. То есть вот мы сейчас попробуем найти. Are you trying to? Yeah, I'm just going to find a weather station somewhere. Oh, you can do local. Why don't you put our address? No? I did. Oh, okay. But it's not. Isn't it? Oh. Let me. You want me to put it in? Yeah. Ну, давайте попробуем как раз найти наш. No, just type. Just go in there. Sorry, I was trying to do that with Russian characters. Примерно давайте попробуем. There we go. 71. Just go down and click one of the ones down there. There we go. Okay, perfect. Вот, соответственно, мы и нашли, где мы находимся сейчас. Okay. So once we've located the controller, we use this for lots of places. We use this for mapping, we use it for forecasting, and we use it for weather station history. Соответственно, когда мы нашли пульт управления, да, на карте, мы используем для нескольких действий. Во-первых, для того, чтобы понять, где он находится, да, это самое логичное первое. Затем для того, чтобы мы получали прогноз погоды именно конкретно для этого устройства. И непосредственно последний момент — это использование погодных станций. Вот про погодные станции, метеостанции мы сейчас немножко вам больше расскажем, так как вопросы возникают. Because what we do is we've divided the world up into 4 square kilometre grids. And what we do is we say, that's the grid you're in, I'm going to give you the forecast for that grid. Соответственно, еще раз повторюсь, что важно указывать правильный адрес, да, или ближайший возможный, потому что, во-первых, мы будем тогда точно знать, где сам пульт находится, а во-вторых, для прогноза погоды. So you only see the controllers that you look after. Да, соответственно, еще раз повторимся, вот те пульты, которые видит как и заказчик, так и вы, это только те пульты, к которым есть доступ. То есть, соответственно, у заказчика один пульт, он будет видеть один пульт. У вас на обслуживании 20 пультов, значит, вы будете видеть 20, а все остальные, которые вокруг вас, будут скрыты. Yeah. So you also select a weather station. Now the idea of the weather station is to tell us what happened yesterday. It just gives us some history. The weather stations at the moment, because of European GDPR laws coming in, the weather stations are disappearing. Because people are turning their weather stations off. Соответственно, выбор погодной станции на этом экране, он нам нужен только для того, чтобы знать, получать данные о том, что происходило вчера, да, собирать статистику. То есть не нужно, вот мы находимся здесь, да, у нас ближайшая бесплатная Шереметьево, к примеру. Шереметьево достаточно далеко, да, и, соответственно, там может быть дождь, а здесь нет. Но нас это не должно волновать, так как нам эти данные не актуальны. Они нам нужны для того, чтобы просто понимать, что вчера было.
И также еще один момент, который вот буквально недавно стал важным фактором, это с новым европейским законодательством. Вот, наверное, всем приходил имейл, да, что мы поменяли политику конфиденциальности. Да, вижу, что в связи с изменением европейского законодательства. Также в нашей системе гидровайс, которой мы пользуемся, у людей появилась возможность отключать свои частные метеостанции, да, которыми они пользуются, от этой системы. Но пока что, пока нам это не создает каких-то больших проблем. Соответственно, даже вот в нашем случае, да, к примеру, вот у нас ближайшее будет даже вот здесь вот Одинцово, да, далеко. Если мы ставим датчики дождя, выбираем эту погодную станцию, нам достаточно этого для того, чтобы знать, что происходит у нас непосредственно на объекте. So, irrigate more when hot. What we can do is we can water longer. So we can actually say, okay, on the hot days, I want to put on more water. So instead of 30 minutes, I want to put on an extra percentage of water. Соответственно, когда мы хотим поливать дольше, мы на процентную какую-то величину увеличиваем в зависимости от температуры. We can do more often when hot. So we can have our normal irrigation at 6 o'clock in the morning, and then only on those hot days we can water later on in the day if we want to. So what you do, if you need to do that, send an email to tech service, they'll tell you how to do it. It's complicated. You can do it, but you need to have, you got to change, go to one start a day and put a second start time in. So if you want to set up the time, and if you don't, it'll just do it automatically after the cycle ends. No, if you go more often, you must make other changes as well. You won't do it automatically. Для того, чтобы выбрать вот, поливать чаще, нужно еще несколько настроек. Мы сейчас до них доберемся. So you have to show how to do that more often. What we need to do to set it up. Yeah, we can do it. Yeah. Да, то есть мы позже покажем. То есть если мы выбираем не дольше, а чаще, тогда есть дополнительные настройки, мы к ним доберемся. Would people use them more often when hot? Questions, I guess. Yeah. Not typical, but yes. Yeah. So we can also say, I don't care how hot it gets, do not put any more water on. И, соответственно, мы можем выбрать вариант не реагировать на температуру, да, то есть вот не использовать погодные триггеры температуры. And we can also ignore all water triggers. And I'll show you the water triggers in a minute. И, соответственно, мы можем не менять график, то есть игнорировать вообще все триггеры, которые связаны с водой. То есть мы сейчас до них не доберемся. Но, опять же, вот, как правило, поливать дольше используется гораздо чаще, чем поливать чаще. И вот поэтому и в настройках это немножко по-другому отображается. So we can do cycle and soak. Ну, соответственно, цикличность полива здесь мы также можем включить, как и в любом другом пульте Hunter, да? And we also have an advanced function. So this is a percentage adjust for each zone. And this is used a lot by maintenance contractors. So if they go out on site and they see, hey, this zone is a little wet, I don't want to change the runtime, I just want to percentage adjust this zone. Ну и, соответственно, при обслуживании есть еще одна функция, которой часто пользуются, это непосредственно уже процентная шкала. Да? То есть если мы приезжаем на объект и видим, что здесь чуть-чуть больше влаги, чем нам требуется, или наоборот чуть-чуть меньше, нам не нужно менять продолжительность полива, мы можем в процентном соотношении это уменьшить. То есть чем-то схоже с функцией сезонной шкалы в Xcore процент. Только она погода не зависит, это вручную мы делаем. So we click OK, and we've now set that zone up. Ну, соответственно, нажимаем ОК, все, зона у нас уже настроена для полива. Ну, и, соответственно, дальше, для того, чтобы вот такие картинки себе на каждую зону добавить, мы поворачиваем телефон, да, фотографируем, загружаем сразу в приложение. Alright, so I'm going to keep going because or else we're going to run out of time. So you put a start time in. To do a start time, you just hit the plus button. Соответственно, дальше мы запуск программы, да, должны настроить. Здесь мы выбираем. It's the same process. So when do you want it to run? Okay. What's this one? Соответственно, время запуска, да, мы устанавливаем. Дальше мы выбираем тип, то есть обычное время. Do you want to open this for me? Well, yes I will. Yeah. Never use it. Never use this one. Okay? Only ever use this default. Because these are options for Plano in Texas. That's the only place you'll ever use them.
Соответственно, вот здесь в типе полива оставляйте обычное время полива, потому что все остальное для Техаса. Вот кроме шуток, мы не видим полив только по четным неделям. Ну, кроме шуток, есть, да, там есть свои нюансы, поэтому они их вот здесь оставляем точно все как есть. И, соответственно, дальше выбираем дни полива. So this is the one you'll most likely use. У нас есть три варианта. Выбирать дни недели, четные и нечетные, и все. То есть, ну, так же, как с обычным поливом, выбираете, настраиваете себе и... And then you just pick the days you want to water. Ну и, соответственно, тут мы выбираем, да, какие нам недели So, нужны. blue is a water. If I turn it off, I've turned off Monday and Wednesday. Yes, you read Russian, can you? Yeah, I can read Russian, yeah. Below 25, but above 20, I want to put on 30% less. Above... Так, первое у нас не поливать, да, здесь, я думаю, всем видно, да? Первое, не поливать, если меньше, чем 20 градусов. Ну, здесь все понятно. То есть мы устанавливаем нижнюю планку. Если температура, нижняя планка температуры, it's the lowest temperature of the day. Yes? Yes. То есть не самая... The highest temperature of the day. The highest temperature of the day. Да, вернее, если температура максимальная днем сегодня будет меньше 20, тогда поливать мы не будем. Okay, so if the temperature is below 25, the maximum temperature of the day is below 25, but above 20, it will put on 30% less water. Соответственно, следующий триггер. Если мы выставляем здесь 25 градусов, и наша температура выше, чем 20, но меньше, чем 25, здесь мы восстанавливаем процентное соотношение, насколько больше мы хотим поливать. То есть в нашем случае пусть будет 30%, для примера. And you can change all of these settings. Да, и, соответственно, все это можно включить, выключить, изменить, сделать непосредственно под ваш объект. И помните, у нас была настройка на зону игнорировать все погодные триггеры. То есть, как правило, да, мы можем столкнуться с такой ситуацией, что у нас есть, к примеру, 7 зон обычного там газона и 8-я зона теплица. Теплицу, как правило, мы до датчик дождя не хотим подключать, мы не хотим ее подключать на какие-то погодные штуки, да, то есть нам нужно, чтобы она, теплица, работала с капельным поливом, да, работала точно вот по расписанию, вне зависимости от того, что на улице происходит. If it's above 30 degrees, we can add 20% more water on. Соответственно, следующий, если в нашей ситуации у нас температура выше, чем 30 градусов, тогда мы добавляем еще 20% воды. What's that say? Rain, Sorry, yeah, thanks. So if there's a chance of rainfall above 70%, don't irrigate. Соответственно, здесь у нас есть вероятность осадков, и мы можем также настроить, если у нас вероятность осадков, к примеру, больше, чем 70%, тогда мы не поливаем. Just a few moments on the forecast. The forecast is not what you see on the television. Okay? The forecast is extremely accurate, and it's run by Weather Underground. Weather Underground is owned by IBM, and Watson, the world's largest computer, runs the algorithms for us every night. Соответственно, прогноз погоды, который используется здесь, это не то, что показывают по телевизору. Да? Так как я уже говорил, компания, которая предоставляет эти данные, это подразделение IBM, и самый мощный суперкомпьютер в мире каждый вечер нам присылает прогноз. То есть здесь есть разница между, опять же, повторюсь, есть разница между там гисметио, да, и то, что у нас происходит здесь. Okay, we can also stop the irrigation based on rainfall. Now this rainfall comes from the airport weather stations or the weather stations. So this is what did happen. So if the airport weather station is not suitable, turn these off and use a rain sensor. Соответственно, следующий момент. У нас есть здесь приостановка полива по измерениям осадков. Если мы пользуемся... Здесь вот эти данные поступают нам с той погодной метеостанции, которую мы выбрали. Соответственно, если она далеко, да, тогда, и мы не хотим ею пользоваться, вот этими функциями пользоваться не нужно, нужно устанавливать датчик дождя. Ну, или собственную метеостанцию. То есть эти данные, вот, это то, что нам нужно, что вчера произошло. You only have two options for Smart ET. ET is mathematics. All we do is say, do you want to use the forecast in the mathematics or not? Okay?
Соответственно, если мы используем predictive watering, да, и систему ЕТ, здесь все это математическая формула. Здесь только две настройки. Хотим мы использовать данные из прогноза по погоде или не хотим. The problem with ET is you need good weather station history. And you don't have good weather station history in Russia. Да. И, соответственно, если мы вот используем такие системы для частного полива с учетом малой транспирации, у нас, к сожалению, нет достаточных архивов данных вот с погодных станций. Да? Просто мало. Да? Информации мало. Да, мало информации для того, чтобы действительно правильно посчитать и рассчитать, как нам что надо поливать. То есть, если мы пользуемся большой системой, да, ММС, не гидровайс, тогда да, мы можем в ручном режиме все это корректировать, но это совсем другие деньги и совсем другие устройства. Yeah. You may have it, but it's not available to us. Yeah. Okay. So sensors are easy to set up. Okay. You can see here I've got a flow meter, and in this case I've got a pool fill. But it could be a rain sensor, and I'll show you how to change that. Смотрите, здесь у нас есть некоторая гибкость. К примеру, вот у нас подключено два датчика к нашему виртуальному пульту. Первый это рассадомер, который подключен на первый терминал, да, мы здесь должны выбрать сенсор 1 или сенсор 2. И второй это датчик заполнения бассейна, к примеру, если мы хотим таким образом использовать наши терминалы. So setting up the sensor, we give it a name. Okay. We then tell it what type of sensor it is. And we have all sorts of options here. So if it's a Hunter click sensor, is it a rain sensor or a soil sensor? Соответственно, здесь у нас есть выбор, мы выбираем, если это один из наших датчиков, да, то есть это rain click, mini click, soil click. Единственное, сразу же скажу, Solar Sync сюда не подключается. То есть он работает с этими пультами будет только датчики, которые разрываются без дополнительной информации. The flow meters are here. Okay. Да, дальше у нас здесь есть выбор, там, если у нас стоит 3/4, 1,5 дюймовый, ну, соответственно, здесь мы просто выбираем тот датчик расхода, который мы используем. And we have some old flow meters here that we used to have. Okay. И, соответственно, здесь у нас есть еще ряд датчиков, которые мы использовали в прошлом. Okay. We then tell it where is it physically connected, where is it wired into which port. Да, соответственно, дальше у нас есть выбор сенсор 1 или сенсор 2. Здесь у нас тоже есть сенсор 1 или сенсор 2, так же как и в обычном пульте управления. Okay. We then click next. And then we then say, what zones do I want you to affect? Соответственно, дальше мы выбираем те зоны, которые мы хотим подключить к работе этого датчика. Да? То есть, опять же, мы вспомним про наши варианты с теплицей. Да? Если у нас есть там емкость какая-то, которая должна наполниться и выключиться или включиться, соответственно, все это... Да, это все, ну, мы с компьютера это все сейчас делаем. Соответственно, в нашем случае мы, к примеру, подключили все зоны, которые вы видите здесь к рассудомеру, да, то есть мы знаем, сколько у нас зон идет, мы знаем, что все здесь через водомер проходит. Эта зона, к примеру, не подключена к водомеру, нам не нужно, то есть, да, там, например, что-то другое. So this is how you make money with HydroWise. Okay, we are the only company that gives you central control for all of your residential customers. Соответственно, это очень важный экран, потому что именно он должен помочь вам зарабатывать деньги. Мы единственная компания, которая предоставляет полностью центральное управление для монтажников, для подрядчиков. So instead of going into each of your customers' controllers and making sure everything's okay, all you do is come to this page and you will see any problems your customers have. Соответственно, у нас нет необходимости смотреть на каждый контроллер индивидуально. Когда у вас на 5 пультов подключены, это может быть несложно. Но когда у вас подключено 25, 50 и больше, да, в будущем, соответственно, мы приходим сюда, и здесь у нас вся информация важная будет отображаться. So we give you summary information here. Okay. So I've got 26 customers. I've got 16 controllers offline, and
all of my customers in the last 7 days have saved 80% of their water. Соответственно, здесь у нас разная информация, да, то есть у нас, например, 26 клиентов, 16 пультов подключено от сети, 23 подключено, в среднем они сэкономили 80% своей воды. So in the last 7 days, my customers have saved 80% of the water. The top 3 alerts are here. So my customers' most important alerts or most recent alerts are right here. Соответственно, здесь у нас стоит наиболее важное предупреждение, да, то есть то, что мы здесь видим, это то, что у нас происходит непосредственно уже на объектах. То есть, к примеру, I'll do it. We'll do it down later. Australia, the US. My clients are all over the place. So. Соответственно, список клиентов, но они немножко разбросаны между Австралией и Штатами, для примера. Но правило, вот у нас на карте будет видно несколько пультов, да, которые у нас подключены. То есть, если мы работаем там Москва, там Московия, тогда у нас будет все в одном месте. So this is normally what you'd see. То есть вот стандартное то, что вы увидели, да, на карте, это вот у нас карта и непосредственно уже отображается пиктограммами сами пульты. So a map of your clients, where their controllers are, and if they're green, green is good, red is bad. Ну, соответственно, мы видим зеленый, все с пультом нормально, красный есть какие-то. Orange is we've set the controller up, but the client hasn't connected the internet yet. И, соответственно, есть еще оранжевый цвет, это когда мы пульт настроили, он у нас в системе появился, но он еще к интернету не подключен. То есть мы знаем, что он там существует, но не получаем от него никакой информации. Да. So here's all my customers here. So it's very easy for me to select my customers. Соответственно, здесь у нас список клиентов. The first account is my business account. It's my account. Соответственно, первый в списке всегда это будет ваш личный кабинет. So you can see I have some controllers here. I have controllers in my account. That's okay. Соответственно, вот у нас, к примеру, есть список пульты, которые привязаны именно к нашему или к вашему аккаунту, да? Здесь я еще сделаю такое небольшое вступление. Некоторые заказчики, к примеру, не хотят на себя что-то регистрировать, да, там email там вам давать или еще что-то, без проблем. В таком случае вы берете пульт, устанавливаете, регистрируете его на себя, и он, соответственно, у вас вот здесь появится. Так? Если у вас клиент говорит, да, хорошо, я хочу, чтобы пульт был зарегистрирован на мой email, да, тогда его информация будет здесь, соответственно, пульт будет отображаться там, и он к нему будет иметь доступ. Если вы пульт регистрируете на себя, то клиент не будет к нему иметь доступа. So here's my staff. So if I want to add new staff, all I do is click the plus. Дальше, так как мы являемся подрядной организацией, да, в нашем примере, мы можем добавлять дополнительных пользователей. Это очень важная функция, потому что здесь у нас есть несколько моментов. Во-первых, вы как руководитель организации будете иметь права администратора, и также у вас будет возможность ограничить или добавить, удалить своих, скажем так, монтажников. Здесь мы вводим их имя, адрес электронной почты и непосредственно тип пользователя. Так же, как на компьютере, это либо полный доступ, либо ограниченный. Yeah. Okay. I can also remove staff. So if someone decides to leave me, so we can also remove staff as well. So we can delete. So if someone leaves our business, we can remove them from our account straight away. Соответственно, важно, да, то есть у нас получается бригада, там, которая занимается обслуживанием, кто-то из нее ушел, да, ему нужно убрать из этого списка. Соответственно, мы и это можем сделать. Также про ограничение доступа. Один небольшой такой практический совет. Как правило, у нас встречаются такие ситуации, да, когда вы приехали, установили пульт управления, неважно какой, настроили, уехали, через неделю поступает звонок, у меня ничего не поливает. Я вам не заплачу. Ну, как-то так, да, вот такой тоже бывает. Приходится ехать обратно, вы туда приезжаете, у вас там где-то записано, где эта программа сделана, да, все хорошо, приходите на пульт там X4, а там скучно все, что можно. А клиент говорит, да я вообще к нему, я его даже не знаю, где он установлен у меня. Ну, вопрос, да, там, Святой Дух покрутил. Сосед уже полез. Да, сосед полез, неважно, дети, там, собака сама настроила, вот, полез, чтобы ей удобнее было. Но, по сути, да, такие ситуации встречаются.
Да, что кто-то сделал какие-то изменения, и, к сожалению, иногда это приводит к достаточно неприятным последствиям. Да? То есть у нас были случаи, полив кто-то случайно выключил, весь газон засох. Кто виноват? Да? Доказать там обратное, что вы все правильно сделали, а не заказчик или его садовник, подрядчик или еще кто-то что-то там намудрил, достаточно сложно, правильно? Тогда у нас и отношения с клиентом могут испортиться, и еще что-то, ну, куча таких негативных последствий. В нашем случае здесь есть очень важный момент. Когда мы регистрируем пульт, да, если он зарегистрирован на вашего заказчика, мы видим отчет обо всех изменениях. То есть просто так подойти к пульту и сказать, там, поливай, не поливай, уже не получится. Человек должен зайти в систему, ввести свои данные, и, соответственно, если он выключит полив, вы будете об этом знать. Или же, если на объекте, к примеру, пропадет электричество, там, а человек в отпуске, вы опять же будете об этом знать. И вы сможете ему сказать, смотрите, вот у вас неделю не было электричества, соответственно, поливать было невозможно. Проблема не в пульте или в системе, проблема в отсутствии там, воды или еще чего-то. Или мы придумали. Да, ну тут, то есть, по сути, вот все изменения, все, что происходит у вас на объекте, все регистрируется, сохраняется у нас на сервере. То есть вся эта информация для вас доступна. И если что-то происходит, да, какие-то проблемы, соответственно, это всегда можно посмотреть, да, и сказать, что если человек говорит, да я там ничего не делал, а вы видите, что в 3 часа ночи кто-то включал, выключал полив, ну, к примеру, и вы будете видеть, понимать, кто это сделает. Если мы, следующий вопрос, если же у нас же пульт висит, да, соответственно, кто-то вручную будет нажимать, он все равно при следующем подключении к интернету, он подключается каждый. How often does it connect to the internet? If it's doing something, every 6 seconds. What I'm explaining is that if somebody makes any changes here, but they didn't do it online, it's not going to do anything. No, it doesn't do anything. We write it over about 6 seconds after they stop touching the screen. Соответственно, когда вот кто-то здесь пытается что-то сделать, и пульт подключен к интернету, каждые 6 секунд он обновляется. И то, что у нас указано здесь, да, в главной программе, всегда будет приоритетом на ручное управление. The moment they stop touching the screen, it sends a message to HydroWise saying, hey, someone's touched the screen. What did they do? And HydroWise will go, they tried to change the program, let me put it back to what it was. Да, то есть, соответственно, вот как только там перестают с настройками играться, пульт связывается с интернетом и восстанавливает те настройки, которые здесь указаны. То есть получается бесполезно что-то на нем настраивать, он все равно будет слушаться. Если он подключен к интернету, да. Если он не подключен, тогда он будет работать как обычный пульт, и вручную будет управляться без... Только с мобильного его можно изменить. Ну, да, а если вы с мобильного заходите, соответственно, вы же подключаетесь к интернету, там, или с мобильного, или с компьютера, неважно. Он уже знает, у вас же там приложение, вы же свои ввели данные. Соответственно, там клиент что-то поменял, будет знать все, значит, поменяли в какое-то время такой-то пользователь. Да, он все равно поменяет. С телефона? Нет, да. с пульта. С пульта есть, если он на пульте будет что-то менять, изменения он может нести только через портал. Либо через приложение, либо через сайт, либо там как-то по-другому. The idea of these is you can have global control from one location. So if every one of your customers that uses PGPs has this program in their zone, I can change the program from my office and update all my customers centrally. Соответственно, если мы используем вот такой шаблон глобально на каком-то количестве объектов, да, то есть у нас там ротатор или PGP или еще что-то, и нам нужно внести изменения в связи с какими-то событиями. В таком случае мы эти изменения вносим здесь, и они сразу применяются ко всем пультам. So if I change this from 0 to 20 minutes, I've just turned on every customer that uses PGPs. Соответственно, вот здесь у нас было установлено 0 минут, да, мы установили 20, таким образом все клиенты, у которых установлено вот этот шаблон, теперь поливают 20 минут. So you can fine-tune every zone and still have them all linked to the master program. Да, то есть, соответственно, таким образом каждую зону можно индивидуально настроить, да, как нам нужно, но всех их на главном шаблоне оставить. So you can have multiples of these. So you might have one called full sun PGPs, one called shady PGPs. You might have one called PGPs in garden beds. Да, то есть, соответственно, здесь вы создаете любое количество шаблонов под свои нужды. Вы там знаете, что у вас есть
шаблон такой-то, там PGP, которые стоят на солнце, здесь PGP, которые стоят в тени, здесь импортаторы на кнопку, здесь еще что-то. И, соответственно, все эти данные здесь вы себе можете прописать. Okay, so the last thing I'm going to show you is my account, and then I'll show you a few other little tricks. Да, здесь сейчас мы еще посмотрим на страничку аккаунта и потом несколько таких удобных моментов посмотрим. So in the My Account section is all of the information about your business. So it's important to update this and make sure that it's up to date, because that's how customers find you. Customers can search within HydroWise to find HydroWise contractors. Очень важно, вот у нас есть секция такая, да, которая называется настройки приватности, и когда мы выбираем этот план, что мы говорим, что мы подрядчик, у нас появляется вот здесь такая вот секция, да, и ее очень важно заполнять правильной и актуальной информацией, потому что клиенты, те люди, у которых установлен девайс, внутри этой системы смогут вас таким образом найти. То есть здесь мы можем прописать там свой адрес, базовую информацию какую-то, указать сайт, номер телефона и другие данные, которые важны. То есть как маленькая электронная визитка. You can also use HydroWise to send messages to your customers. So if you want to send messages to your customers, you can use HydroWise to do that, and it will come up on their phone as an alert. And they'll see that alert and they'll be able to reply back to you using HydroWise. So if you do want to use that, Also. what's that? Email comes out or not? No, it's just within the app. И внутри приложения также можно отправлять сообщения своим клиентам. То есть тут у нас есть вариант выбрать всех, к примеру, когда мы можем, как мы видим, клиент, здесь такой пример, мы начинаем подготовку к зимнему сезону и консервации систем. Пожалуйста, выберите вам удобное вам время для консервации. Там приходит на почту, да? Нет, оно приходит внутри приложения. То есть у у них него да, если у него стоит приложение, у него выйдет предупреждение, скажет, к вам пришло сообщение от вашего подрядчика. Okay, so to register for HydroWise, you go to the App Store. So if you have an Android, you go to the Android Store. If you have an Apple, you go to the Apple Store and download the app. Or you can do it on a computer or on a web browser. Соответственно, для того, чтобы в этой системе зарегистрироваться, нам нужно либо скачать приложение на телефон или планшет, или использовать браузер. Ну, мы сейчас используем браузер, чтобы всем было лучше видно. On HydroWise, if you go to hydrowise.com with a web browser, you click Try. Okay, so to log in, you just give us this one. Ну, вот, соответственно, регистрация учетной записи на русском языке. Yeah. So, name, email address, and then you get this question here, are you a contractor? You say yes. Ну и, соответственно, здесь имя, email, все просто, и здесь у вас просят ландшафтный или ирригационный подрядчик. Но если вы подрядчик, говорите да. Да, а потом клиент, если что, добавляется к тебе там уже в приложение. Да, все верно, абсолютно правильно. То есть потом вы вводите свои данные, и либо клиент вас может найти, да, то есть он, к примеру, он живет там в Одинцово, вы зарегистрировали, что вы компания, которая находится где-то в этом районе. Соответственно, он у себя выбирает найти подрядчика ГК по адресу, по своему адресу в радиусе там, 50 километров, например. И, соответственно, если вы там зарегистрированы по тому адресу, вы будете отображены у него в списке клиентов. Если вы уже работаете с этим заказчиком, тогда в таком случае вы можете послать ему запрос, что вы хотите взять его пульт на обслуживание. Вы же его почту знаете, да? Ну, соответственно, таким образом. Но вернемся к регистрации. Опять имя, имейл, да, подрядчик, название компании, как вы называетесь, телефон, местоположение, то есть адрес, сайт и описание. Все, собственно, немного информации, которую вы можете, вам нужно здесь указать. Здесь еще галочка «Отображать мои данные в режиме онлайн». Галочку эту нужно оставлять. Если вы ее снимете, тогда вас в поиске не будет видно. And so when you click this button, we will send you an email.
And with that email, you click a button on there and that'll log you in and allow you to enter a password. Соответственно, когда вы нажимаете зарегистрироваться, вам на почту придет email, вы заходите в почту, по ссылке, регистрируетесь, ну и, собственно, регистрация закончена. Если вы хотите брать на обслуживание больше, чем 5 пультов, тогда вам нужна платная подписка. Подписка стоит недорого, и, соответственно, Саша, ты можешь нам подсказать по подписке? Стоимость подписки от 5, да. Ну, там она идет градация 5, потом 50, потом 100, потом дальше, и потом, когда у нас уже, там есть неограниченная подписка. По стоимости вы можете потом сориентироваться. The easiest way to add a customer. Okay? If they're a new customer, you click this button here. So for new customers, you click this button here. Соответственно, здесь мы можем, если это новый клиент, которого мы устанавливаем, мы здесь нажимаем на плюс. What you do is you put in their email address and click next. Соответственно, здесь мы указываем email и нажимаем далее. Уведомление, что Энтони хочет получить доступ к моему пульту, взять его на обслуживание. Соответственно, я говорю, да, разрешить или нет, не разрешить. Если же у нас, соответственно, нет, аккаунт еще не зарегистрирован, соответственно, мы можем выбрать какую-нибудь другую почту, кто хочет попробовать. So all you do is you put their name in, you put their address, their email, and then it allows you to go and set up the controller for them without them needing to do anything. Кто-нибудь хочет свой email дать на пробу? Нет? Давайте ваш. А если нет, то это автоматически, можно даже не обращать внимания. Если бесплатный, да, так, ну, бесплатный он есть. То есть время пришло, он продал еще надо. До 5 пультов, да? Ну, напишите там что-нибудь там просто. So what we're doing is we're actually going through and setting up a new customer. То есть, соответственно, здесь вот мы сейчас создаем нового клиента, да, то есть мы ввели email, имя, дальше мы, очень важно, обратите внимание, тип пользователя. Может менять настройки и активировать зоны. И, соответственно, второй вариант это может просматривать настройки и активировать зоны вручную. То есть, соответственно, изменения программы полива мы не сможем. Это наш новый заказчик. Okay. Who do we want to get the alerts? Я больше не могу. Да, спасибо большое. Соответственно, дальше куда мы отправляем уведомление этому пользователю? Это новый пользователь, мы, соответственно, ему отправляем, или же мы можем открыть здесь, если наш I can send the alerts to me or to the customer. Or both. Or both. Соответственно, здесь мы можем, если у нас заказчик не хочет получать уведомления, мы тогда его не выбираем себя, для того, чтобы мы вместо него получали. И, собственно, все. Мы здесь сделали. Дальше мы вводим, дальше у нас опять же открывается вот тот настройщик, которым мы уже пользовались, мы все проходим все шаги и, соответственно, настроили. Сам заказчик даже к своему имейлу может даже не открывать. Same process as what we did earlier. Exactly the same process. So this is what HydroWise looks like on a phone. So all we did is we just reshuffle everything to make it fit on a phone. Соответственно, вот так вот девайс выглядит на телефоне. У кого еще программа не установлена, вот так это все будет выглядеть. We also add buttons down the bottom here to make it easier to select. Соответственно, здесь есть кнопки внизу, да, по которым вы можете выбрать кабинет, зоны, отчеты, клиент и так далее. Ну, я тогда надеюсь, что информация была полезной. Еще раз хочу всем сказать большое спасибо, что нашли время нас послушать. Так как я понимаю, что сезоны и работы много. Большое спасибо всем.